Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Если вы случайно сюда попали, обязательно подписывайтесь на наш канал. Если вы постоянные зрители, то обязательно ставьте лайк. Сразу же спешу поблагодарить за то, что вы поддерживаете нас на Бусти. Если у вас есть желание поддержать, то переходите по ссылке в описании под этим видео, выбирайте удобную для вас подписку и подписывайте, поддерживая тем самым нас. Как вы поняли из названия этого ролика, сегодня мы продолжаем закупаться металлоломом. Муха, брысь. На самом деле это связано с определенными событиями. Я продал Magnum. Об этом вам официально сообщаю. Думал, влаживать в него деньги. В итоге у нас получится огромнейшая сумма, вложенная в эту машину, и которая будет использоваться крайне редко, сугубо для наших проектов. Поэтому я подумал и решил, что более правильно будет, нежели чем он стоит здесь на базе у нас, все-таки его продать. И получилось вот так, сошлись звезды, что как раз в этот момент появляется прицеп, за которым мы отправимся в этом видео. И на самом деле очень классно, что так все у нас получилось. Прямо после того, как выскочило объявление, я отправился на осмотр. В общем, выскочило объявление, и мы срочно с Димой прыгнули в Опелька и летим посмотреть прицеп. Прицеп очень интересный, прицеп трал. Это возможность для нас перевозить нашу технику куда-то на расстояние, на выезды. И вроде как он подходит для нас в том плане, что он трехосный, грузоподъемность 19 тонн. И буквально недалеко от нас, в 40 километрах, город Шклов. Дима, как ты думаешь, это подходящий вариант? Прицеп ракета. Так, поэтому, если прицеп ракета, если у него нормальное состояние, то обязательно нужно его будет забрать. Сейчас прибудем на место и обязательно что-то вам там отснимем. Так, мы подъезжаем, но здесь какая-то мега тачка стоит. Татра на кразовских колесах, офигеть. А вот и наш прицеп. Крутяк. Все, сейчас будем смотреть. Прицеп, конечно, огонь. То, что нам надо. Состояние мне нравится, не покоцанный. Поворотный круг. Все тут нормально, блин. Ну, рама чуть-чуть. Есть износ. Ну, бензине жопа. Так, тут что у нас? Подушки. Да, тут, конечно, слезы, бля. Там вообще подушкам жопа. Походу. Да, резина слабенькая, вообще слабенькая. Так, сколько ширина? 54 ровно. Слава богу. Все, отлично. Давайте длину теперь прикинем. Сзади есть лапы, так, которые можно вставлять. Классно. Так. 8,42? Да, померяйте. Отлично. Вообще тема. А высота от земли, Леш? Очень важный параметр. 88. Ну это накачать Сказка. колеса, 90 будет. Ну, в принципе, да, 90. До метра, видишь? Так, ну все, в принципе, мне нравится. Ну, здесь явно будут все проблемно. Видите? Ну, мне нравится. Леш, мы его восстановим, как ты думаешь? Конечно. Ну вот колесики есть некоторые нюансы. Спереди нормально. Ну, колесиков тут много с нюансами. Ну, давай посчитаем реально, сколько нам колес нужно так, купить. он вроде целый внизу, нормально. Ну, он такой живой. Сколько нам колес нужно купить, посмотри. Если все ты хочешь или что? Не, все не хочу. Раз. Так, шпильки. Ну, интересно, как это сделано тут все такое. С той стороны 3 колеса. Так, хорошо. Так. Так, Ну. наверное, 4, вот это тоже. Ну, Ага, 4 уже есть колеса, да? Тут нормально. Вот это тоже квадратный какой-то. Но они, может, будут ходить еще, Леш, по этому вот. Ну. 4. 5. Это не знаю. 5 колес точно надо, да? Да. Ну, в общем, вот такая машина, парни. Здесь-то лежит доска. Доска, а вот это ферма. 6 Правильно? колес, короче, надо. 5-6 колес. Ну и сзади вот эти, я не знаю, поднимем мы Ну да, не заезжалки эти, блин. давай попробуем. Не надо. То мы сейчас упадет, а потом что мы будем делать? Слушай, ну, по-моему, все тут нормально. Пацаны. Огонь. Я тоже так думаю. Если что, вот это чуть подкрасим туда-сюда, он будет вообще огонь. Ну. Выглядеть.
Лапы есть, чтобы заезжать комфортно. Друзья, ну вариант вообще классный. Ну там Татра стоит, бля. Дичь. Еще вон две есть на запчасти. Тоже сейчас покажу. Здесь вот тоже Татра стоит. Колеса какие-то, кабины, запчасти. Мосты, рама. Ой. Страшное дело. Ладно, смотрим прицеп. Смотрим прицеп. Пока что, друзья, нравится. Просто супер. Я думаю, дышло мы сможем перекрутить. Правда? А ты сколько Наверное. говоришь? 65, да? Да. 65. Давай-ка рулетку померяй. По-моему, стандарт тут все. Нет, 65 это сама вот эта втулка должна быть. Ну-ка вот тут меряй. Лёш. Нифига, наверное, да? Ну, само 65. отверстие. Не, оно меньше, видишь. Чуть-чуть меньше, 60. Но мы можем наше проточить. Нормально, подойдет. Ну, видишь, кто-то делал повыше, чтобы можно было цеплять. Это как раз нам подходит для наших машин. И вот Понимаешь? здесь, вот здесь усилить надо, смотри, выкрывая. Ну да, Что да. кривое, видишь? Потому что ему всегда достается этому дышлу. Больше всего. Да. Но это можно усилить, Его не усилить, проблема. да. Ну. И все, и будет огонь. Все, нравится, нравится. Ну что ж, осталось только договориться по цене и что там по документам, но честно, нравится. После того, как осмотрели мы прицеп, на следующий день я нашел машину, попросил нашего Сергея, поскольку только в одной машине Еврофаркоп у нас был, это у нашего Сергея, вы уже его видели раньше. Сергею огромная благодарность. Как выяснилось, продает прицеп наш зритель, это уже нормальная практика, и он нам сделал большую скидку. Ему огромная благодарность от нашего канала за то, что пошел к нам навстречу и помог нам с приобретением этого прицепа. Так что отправляемся за прицепом. Ну что, друзья, наша движуха продолжается. Прицеп, естественно, нам понравился, и мы решили его забирать. Забирать будем с Серегой. Серега поприветствует наших всех подписчиков. Вы помните Серегу, он пытался перетянуть нас на КРАЗе, но, конечно же, КамАЗ с КРАЗом не сравнится. Но сейчас нам предстоит 60 километров на КамАЗе, классика. Я думаю, будет классное путешествие. Почему на КамАЗе? Потому что на трале Еврофаркоп, и только с Еврофаркопом мы можем забрать. Но мы потом переделаем под советский. Переделаем, Леш? Конечно. Серега, ты там видишь зеркала или так примерно? Все хорошо. Мы забираем наш трал. Все, в принципе, договорились, все нормально. Он не накачивает воздух, воздух мы не можем подсоединить. Ну и с резиной тоже проблемы. Есть некоторые колесики, которые чувствуют себя очень плохо. Ну, например, вот такие, видите. Такое себе. Но в целом, надеюсь на успех и верю, что все будет хорошо. Серега, ты веришь, что все будет хорошо? Хороший трал? Отличный. Доедет до дома. 20 тонн, конечно. Да, у нас, кстати, друзья, вот такой вот нестандартный этот фигня. Вот, я такой не видел ни разу. Вот это пугает, что непонятно, как его подключать. Так что надо будет нам это все дело переделывать. Нога есть, уже хорошо. Здесь мы подцепились немного, всунули туда вон шлангов. Я думаю, нормально, доедем. У нас нагрузки никакой. Бог стоит хорошо. Да, поэтому я думаю, доедем. Запаска есть, так что все будет нормально. Все, погнали. Ящик инструментальный. Неважно, мы сделаем, будет четко все. Он просто чуть-чуть требует внимания, тралик. Ну а так, тема классная. Все, выезжаем. Первое приключение. Ну, во-первых, смотрите, какая красота. Это Днепр. Он там рыбак закидывает удочку. А у нас какой-то дымок справа, блин. Либо колеса наши, что там мозги компасируют. Ну, сейчас посмотрим. Остановимся.
Да не, все нормуль, Серег. Это просто, видимо, пыль с кузова. На повороте там. А вот это пустое вообще колесо. Неважно. Там вообще дырка вон. Все тут отлично. Не надо паники. Ну, поехали. Поехали. Твоя сторона хорошо? Пустых 2 колеса. А, все отлично, значит. О! Хорош, назад, 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 назад. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не, стой, 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 не спеши. Ну да, до конца, давай так до конца, может и нормально будет. До конца только руль лево. Давай, давай, давай. Ой, что-то заклинили колеса наши. Не, хорош, хорош, подожди. Что так клинит все? Надо, конечно, воздух качать, это несерьезно. Хорош, хорош. В общем, сейчас мы будем мучиться, друзья. Не хочу я снимать, конечно, это. Ну, придется поработать. Все, хорош. Ага, ага, отлично. Вот так, все, до конца влево. Давай, 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 давай. Задом заезжать — это дичь, конечно, просто безумие. Но мне кажется, я справился достойно. Серегу выгнал специально, мне стало интересно, смогу ли я заехать, но я заехал. 3 раза только вперед сдал, может 2. Она еще проблема в том, что плохо круг поворотный работает, да, и реагирует, очень подклинивает, и поэтому, ну, как бы не очень так комфортно задом ехать. Но в целом, я думаю, это результат нормальный. Но что-то я попробовал ехать, бляха, это дичь, конечно. Это очень сложная работа на самом деле. Но мы на базе. Завтра увидимся. Всем пока. Притянули мы прицеп вчера и начинаю потихоньку заниматься. И первое, что нужно сделать нам, это подключить воздух, вообще понять, работает эта вся конструкция наша, которая там, или нет. Я бы был очень рад, если мы накачали воздух и все работает. Но хозяин сказал предыдущий, что он ни разу не накачивал воздух, туда не подавал. Поэтому, ну, непонятно вообще, как это все будет выглядеть. Сейчас готовлю воздух. Нам нужно будет подключить 2 выхода. Вот этот первый. И вот здесь стоял кран, вот второй. Он, к сожалению, был заклинивший. Я его залил жидкостью тормозной, ВДХи нету. И разработал. Он работает. И он, кстати, производство Югославия. На советскую технику устанавливать вот такие краны. Сейчас я его закреплю обратно. Сюда я купил переходники, комплект мамы-папы. Ну, вроде бы должна эта конструкция сработать. Еще у нас проблема с фаркопом. У нас фаркоп советский, а на нашем прицепе еврофаркоп. Поэтому тоже пока что открытый вопрос, как это все цеплять. Ну, хотелось бы для начала накачать воздух и убедиться, что прицеп хотя бы чуть-чуть немного там что-то работает. Поэтому вот я и решил подсоединить его именно к КамАЗу, потому что тоже хотел на КамАЗе его тягать, но что-то немного сомневаюсь в его способности тянуть такой прицеп с АТСом. Будет ли ему хватать веса и вообще будет ли тянуть двигатель, потому что вес будет серьезный, порядка 18 тонн. Вот, поэтому, ну, напишите в комментариях, если есть специалисты среди вас, сможет ли наш КамАЗ тягать за собой прицеп. Ну вот, такая вот тема. Так, что я купил? Во-первых, купил вот такой кабель. Папа, типа, или мама. Я в этом не разбираюсь. Купил вот такие переходники. Вот. 2 из них устанавливаем с клапанами на КамАЗ. А 2 без клапанов. Вот эти без клапанов ставим на прицеп. А с клапанами внутри клапан на КамАЗ. И вот так у нас будет это все дело стыковаться. То есть чик, прицеп подключили. У нас на прицепе стояла вообще вот такая вот штука. Сразу двойное соединение. Я такой первый раз вообще вижу. Я в прицепах не разбираюсь.
А на КамАЗе у нас стояли вот такие советского образца, и они с новыми образцами не стыкуются. Почему, не знаю, но и не факт, что они будут работать, поэтому сразу купил новые. Все обошлось мне 65 рублей белорусских. Вместе с кабелем 100 белорусских рублей. То есть, ну, адекватная более-менее цена. Один кран уже установил, сейчас устанавливаю второй. Потом нам придется поменять вот эти вот крышечки. Они должны быть соответствовать цветам. Но я пока сам не знаю, где здесь какой выход. И сейчас с этим совсем нужно будет разбираться. Только в Альфа-банке получите первые в России Альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите как привыкли. Успейте заказать до 30 июня и получите свой стикер абсолютно бесплатно. На alfabank.ru. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Полазил я здесь по прицепу, поднял вот этот полик. Ну, выглядит еще немножко страшновато, конечно. Ну, будем надеяться, что оно работать будет. Там кран уровня пола, вон вижу, есть. Будем надеяться, что будет работать. Ну, наши мамы, папы прикрутил. Вот. В таком виде все это. Вот здесь мне не нравится чуть-чуть соединение такое. Он даже вращается, видите? Возможно, придется переделать. Но это не сильно большая беда. Розетка имеется на электричество. Ну, посмотрим. Вот такой у нас трал. Это была очень быстрая покупка. Вот, потому что в таких вещах тормозить нельзя. Ну, надеюсь, что она правильная. Не знаю пока что. Но искренне надеюсь, что она правильная. Сзади у нас здесь фонари, видите, вот в таком виде. Надо будет, конечно, все это переделать. Вот, и какие-то выходы здесь даже есть. В принципе, может быть, оно даже будет и функционировать. Попшикал вот эти вот лапы. Эта лапа у нас нормально двигается. А вот это в клине немножко подклинившая. Попшикал. Здесь, я так понимаю, вот даже есть места под масленки. Если что, вкрутим масленки. Прошприцуем. Это не проблема. Так, ну попробуем. Что с этого выйдет. А здесь, кстати, нету ничего. Пусть качает. Думаю, что это заскрипело у меня? Подушки начали подниматься, смотрите. То есть система работает. Но зад пока что нифига. Посмотрим. С электрикой, кстати, какая-то проблема. В пол накала горят стопы, повороты. Это я еще провод не подключал. Короче, все работает. Я тут на радостях уже. В общем, смотрите, можно опустить. Но опускается только задняя часть трала. И поднять можно. А потом в транспортное положение, и он сам будет регулировать, исходя из уровней пола. Сзади есть два крана уровня пола, на передней оси один. Можно его снять и отрегулировать. Накачать, либо спустить. Нормальная тема. Я удивлен, но все работает. Вот нужно проверить тормоза. Но подушки работают, это очень важно, очень важно. Они здесь были все скамканные, смотрите, такие вообще, все скамканные. И я поднял выше, они все стали на место, представьте. Вообще, вот эти вообще как новые выглядят подушки фирмы Stellax. Вот, но сейчас тормоза попробуем. Что нам тормоза скажут, пока непонятно. Ну и резине всей жопа здесь. Вот такая, где-то квадратная, где-то выгрызенная. Веселуха, в общем. Пока что не могу разобраться. Ставишь на ручник КамАЗ, снимается с тормоза прицеп. Ставишь
Снимаешь с ручника КамАЗ, ставится на ручник тормоз. Не знаю, попробуй перекинуть вилки, может быть это поможет. Ну, пока какая-то странная схема. Перекинул местами, желтую поставил справа. Какая-то фигня уже начинается. Новые разъемы, блин. Красную слева. Ага, то есть там вот что-то было. О, разгрузка в КамАЗе сработала. В общем, сейчас надо попробовать. Ага. Снимается с ручника. Вот, снялся с ручника. Так, снялся с ручника и КамАЗ не на ручнике. Ну все, значит он будет работать. Просто я изначально перепутал местами. Посадил соседа, сейчас проверим. Давай! Так, он сейчас ставит на ручник. О, все. Сейчас снимет с ручника. Снял. Отходит. Сейчас на тормоза будет нажимать. О, отпускай! Все работает. Все работает. Это победа, но некоторые валы клинит. Да, валы клинит, вот этот вообще что-то не работает. Видимо, в конкретном клине. Но сейчас попробуем их разрабатывать. Но уже хорошая новость, что пневмосистема вся рабочая. Это прям хорошая новость. Все, эта система правильная. Справа у нас будет желтый. Сейчас перекрутим вот этот вот лепесток. И мы уже тогда не будем путаться. И он, кстати, сифонит. Значит, ручник здесь работает от ресиверов, я так понимаю, потому что энергоаккумуляторов здесь нету. И как только воздух сойдет, прицеп покатится. Вот насколько я понимаю эту систему. Может быть, я не прав, то специалисты по прицепам, ну подскажите, потому что энергоаккумуляторов здесь нету, только ресиверы. Но утечек воздуха я вообще не слышу здесь. Интересно, сколько он протянет еще этот прицеп, сколько он сможет держать воздух. Ну, в целом его состояние хорошее. То есть основная несущая рама, все здесь четко, нигде ни гнили нету. Вот можете видеть. Ну, с тормозами надо разобраться и с резиной. Ага, вот. Вот эти все валы нужно промазать обязательно будет. И я думаю, все будет четко. Там на валах вижу резинки даже какие-то стоят, как пыльники. Вот там, это прям хороший наворотик такой. Ну, так выглядит наш прицеп. Потихоньку мажу наш прицеп. Сзади прошел, один вал пробить не могу, к сожалению. Здесь валы еще не пробовал, поворотный круг только. Бляха-муха. Он как смазал мимо половина всего. Но он мажется, я так понимаю, по чуть-чуть, а потом, когда поворачивается, он выбирает всю эту смазку, размазывает. Так что больше сюда не буду шприцевать. Вот этот прошприцевался, этот прошприцевался. Сейчас попробую валы. Огромное спасибо Михе 6х6 за то, что подогнал мне вот такой подарочек, пневмошприц. Он мажется. Валы мажутся, в принципе, трещотки тоже без проблем. Все проходит. Все. Вот. Ну, такая вот тема. Вон там еще попробовать нужно прошприцевать. Сейчас возьму отверточку. Ну, там, наверное, шансов мало, потому что видите, в каком состоянии. Но, возможно, и что-то получится. Сейчас попробуем. Нужно чуть-чуть купить пружинок, потому что подклинивают некоторые валы все равно. Но пока что лезть в тормозную систему здесь в плане замены втулок, валов и всего я пока что не вижу необходимости, потому что от руки все ходит. Надо только чуть-чуть подвести все колодки и поставить пружины, чтобы лучше отходили. Я думаю, все будет работать. Но на сегодня пока что все. Ухожу домой. Продолжим уже позже. Так, продолжаем заниматься прицепом. Сейчас снимаем колесо. Леша будет бортировать. Он на шиномонтаже очень долго работал. Вчера перекрутил я фаркоп. Вот, теперь у нас советские здесь, гайки открутились, но с помощью резака. Я тоже помогал. Да, Вован помогал. Все
Да. Надеюсь, вы смотрите канал Вована. Как называется Вован канал? Без тормозов. Это канал наших соседей-перекупщиков. Так что смотрите. Ну, будем испытывать. Сделал специально под КамАЗ, чтобы могли цеплять за КамАЗ. И сейчас попробуем резину нашу подправить, потому что всем колесам жопа. Но некоторые есть нормальные. Ну, начнем вот с этого. Да, Алексей? Ой, ты уже открутил? Да. Ну-ка, снимай его. Как оно, колесико? Слушай, оно нормальное колесо, просто пустое. Может его накачать просто надо и все. Для чего оно Ну, пустое? в одну сторону сгрызено, конечно, но это пофиг. Накачали первое колесо. И сейчас смотрим, возможно, просто проехали на нем на спущенную, поэтому оно разулось. Но вроде бы целое. Сейчас вот так все прольем. О, О, дырочка. Шурупа сюда и все. Будет держать. Одна дырка есть. нашел Леша причину. Сидит гвоздь. Сейчас его вытащим. О! Ну вот она и причина. Ну что ж, у нас шиномонтаж, друзья. Собрали одно колесо. На него мы потратили 2 часа. Ну, на второе уже потратили 20 минут. Как обычно, да? Вот, так что собираем потихоньку колесики. Вон то будем ставить и вот это. И Леша сейчас продемонстрирует мастер-класс от пакистанских специалистов, как вкидывать диск. Давай, Алексей. Не позор меня. Давай, ты сможешь. Думаешь? Да. Почти, почти. Я еще раз попробую. Видишь, застряло даже. Надо еще сильнее просто. Давай. Профессионал Леша. Давай. Не попал. Не, все. О, у кого силы. Ну первый раз почти. Дай-ка я попробую. Почти. Видел, он застрял, Да. там чуть-чуть не хватало. Чуть-чуть ты не добил первый раз. Готов? Давай. Опа, нифига. Включай. Первые 2 нормальных колеса, которые мы ставим на наш прицеп. Ну как, Леш, устал? Огонь. Нет. Поехали домой. Работаем с прицепом. Купил вот такие платки. Сейчас Леша там зачищает. Юрису огромное спасибо за вот такую штуку, Parkside. Она прям вот нам пригодилась. Ну как там получается, Вообще Леша? огонь. Давай. Собираем потихоньку колеса. Но здесь систему я уже вам не буду объяснять. Ну, в общем, пытаемся восстановить. Какие-то меняем. Вот, например, такие. Меняем, ставим. Вот там есть колесо, белшину. Вот, это все колеса с Богдана, которые у нас лежали в запасе. Для автобуса они уже нету протектора, а для трала то, что надо. Так что сейчас заклеим колесико и будем все потихоньку собирать. Все, первая латка готова. По-моему, вообще бомбически. Не зря я 20 лет работал на шиномонтаже, правильно, Леш? Да. Я думаю, будет держать. Пишите в комментариях. Внезапная у нас проблема. Не можем снять внутреннее колесо на передней оси. 2 колеса мы подготовили для установки, а вот снять колесо не можем. Бьем, 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 бьем. Все. Хорош, ну его баню. Опа. Все, не бей, все. Победа. Чуть не чуть мы его выдолбали, это колесо.
Ну все, сейчас устанавливаем два свеженьких сюда колесика. Передняя ось будет готова в плане резины. Друзья, благодаря вашему совету вот приобрел на Алиэкспресс такой напильник. Резьбовой называется. И сейчас вот восстанавливаем шпильку. Кто-то кувалдой бахнул по шпильке. И теперь вот очень классная вещь. Всем советую. Так что огромное вам спасибо за комментарии, за то, что пишете и подсказываете. Вот конкретный случай. Ну, оно срывает и потом работает. Отлично. Стой, стой, стой. Давай, пошел. Все четко, воздух надо срочно. Друзья, тот самый момент, когда силы уже просто на исходе. Мы с Лешей провозились, ну я не знаю, дней 5, может 6 с этим прицепом. Вот, ну очередной вечер, вся эта сторона у нас готова. У нас осталось, в общем, 2 спарки. Вот 2 спарки поменять еще, но это уже продолжим в следующих сериях, потому что сил уже просто нету, ни сил, ни нервов. Ну, будем считать, что мы закончили с колесами. Почему мы не делаем колодки? Потому что я вижу, что там большой достаточно износ. И, по сути, как бы, ну, сейчас пока что нету такой возможности по времени и финансовой все это купить. Все колодки, все переклепать. Сами понимаете, это очень-очень объем большой работы. Если мы решимся на замену колодок, это не проблема. Все болтики мы смазали, они моментально открутятся, эти гайки. Никакой проблемы с этим нету. Вот, основная работа проделана с шиномонтажом. С одним колесом мы не могли накачать, опять просто прикурили часа на 2. Вот так. Ну, вам огромное спасибо, что были с нами. Прицеп будет теперь тоже у нас. Ну и для тех, кто смотрит видео это до конца, прицеп стоил 4,5 трампа. Вам я желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ, друзья, и всего самого-самого наилучшего. Не покупайте убитую технику, покупайте новую. Ай, ну их нахрен, в дороге подожмем. Погрели глушитель и завелся автомобиль, смотрите. Сейчас поедем. Нет, не будет дыметь, посмотри. Сидит там. Бляха, это, по-моему, опасная ситуация. Юра. Ты думаешь?